И нет, я его разыграю. 4 динамика, 6 часов автономности, гибридный слот для 2 сим-карт или карты памяти и симки. Саморазряда нет, яркости хватает, разрешение экрана немного лучше, чем 2К, русский язык, голый Android, 8 гигабайт оперативной памяти, 128 гектар встроенной. Genshin Impact тянет, PUBG и танки летают. А главное, я этот планшет разыграю среди подписчиков. Tube822, всем привет, вы на канале Польза.нет, я Саня и рассказываю вам о девайсах, которые мне интересны быстро и коротко. Большинство покупаю сам, некоторые мне засылают без условий и т.з. И обычно я их разыгрываю, как и этот планшет. Условия по нему будут в ролике, поэтому розыгрышей всегда много, условия в описании. Подписываемся с лайком и теперь 10 основных фактов о игровом планшете AllTheCube iPlay 40, которые, к слову, только у одного продавца заказали уже 900 раз. И негатива откровенного я там и не видел. Первое. Упаковка не шепчет, как и комплект. Вроде все есть, но за чехол нужно дополнительно платить, стилус докупать также отдельно, зарядка в комплекте всего на 10 Вт и не особо шикарный и длинный кабель для зарядки. Довольно кустарного вида, Type-C разумеется. Но химии не веет и это хорошо. Заводскую пленку с экрана нужно сразу сдирать. Печальная она, даже очень печальная. Второе. AllTheCube iPlay 40 оснащен экраном на 10,4 дюйма с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Компания называет это технологией InCell и представляет собой полнофункциональный дисплей. Плотность пикселей, несмотря на поддерживаемое разрешение, довольно печальна. Пиксели практически во всех играх будут видны. Помимо этого максимум 60 Гц и IPS матрица. При этом на улице экран отсвечивает так, что пусть яркости и хватает на солнце, на нем, я считаю, на солнце работать будет однозначно невозможно. Отклик у экрана супер, перо поддерживается, рамки не огромные, углы с закруглением. Вдумайтесь, плотность пикселей 226 ppi, и это меньше, чем даже у супербюджетников Realme. Коэффициент контрастности 1200 к 1, яркость 380 кандел на метр квадратный. Третье. Внутрь можно поместить 2 физические сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти объемом до 2 терабайт, что довольно сильно. Проверял, как ловит сеть, без замечаний, глюков нет, хотя говорить по планшету это еще то извращение. Слот для симок не прорезинен, нет защиты от влаги и нет поддержки 5G сетей. 4G ловил без проблем. Притом 2 операторов. Четвертый. Корпус пластиковый, вес и примерные габариты вы видите на экране. Мне его в руках держать удобно, но задняя крышка прогибается довольно сильно. С другой стороны, у айпадов также. К слову, по защите экрана информации лично я по стеклу не нашел. Пятое. В наличии 4 динамика и кричит планшет громко, чисто, но дешево. А мини-джека здесь нет, так же как и нет инфракрасного порта, к слову. Поэтому, если вы хотите использовать проводные наушники, нужен переходник или ЦАП. Как вариант, конечно, вспомнить, что мы живем в 21 веке и подключить по Bluetooth беспроводные колонки или наушники. Bluetooth здесь версия 5.0, проблем никаких нет, но факт остается фактом. Вход для зарядки здесь Type-C удобно расположен наверху устройства, а мини-джека здесь нет. Динамики, кстати, не хрипят, даже на максимальной громкости, что хорошо. Разумеется, с 4 динамиками здесь стерео. Шестое. Автономность довольно хорошая. 6 часов планшет свободно вывозит при максимальных нагрузках на тестах. При обычном использовании может все 8. Полный заряд штатным блоком питания занимает в среднем 4 часа 10 минут. Емкость батареи 6020 мАч. Нет быстрой зарядки, что плохо. Многоэкранный режим, кстати, как у Huawei, здесь тоже отсутствует, что в принципе неудивительно. Седьмое. На борту чистый Android, автоповорот, конечно же, здесь есть. ПО не адаптировано под планшет, оно здесь под смартфон, написано все для телефона. Обновления прилетают постоянно, последнее пришло буквально вчера. Нет сенсора отпечатков пальцев, поэтому разблокировать пальцем никак. Разблокировка по лицу часто подлагивает лично у меня. Wi-Fi в наличии, Bluetooth 5.0, как я уже и говорил. Также есть поддержка отслеживания геолокации, GPS и Blue IDO. GLONASS здесь нет, но отрабатывает все очень даже неплохо. Wi-Fi не отваливается и не глючит. Восьмое. По основному железу 8 гектар оперативы на борту, 128 гигабайт встроенной памяти. Притом оперативка новая, относительно новая. Не самая новая, но LPDDR4X это прям не совсем плохо. Процессор, можно сказать, no name. Unisoc. Ставится в основном в автомагнитолы, но опять же на вкус
и цвет, и не только в них. В самом планшете, как я уже и говорил, работает процессор Unisoc Tiger T618, который представляет из себя 8-ядерный процессор нового поколения. Он имеет 2 ядра Cortex A75 с тактовой частотой 2 ГГц и 6 ядер Cortex A55 с тактовой частотой также 2 ГГц, а также графический процессор начального уровня Mali G52 3EE. Попугаев в Antutu планшет выбивает больше 200 тысяч стабильно. Во всяком случае, все игры он тянет. Понятно, что Genshin Impact на минималках, в 9-м асфальте бывают микрофризы, но PUBG Mobile и танки здесь летают. Тачскрин позволяет прицеливаться почти идеально в шутерах. На таких больших экранах лично мне играть не особо удобно. Для меня планшет — это фильмы посмотреть и в интернете поползать. Если только, правда, в стратегии какие-нибудь поиграть, но там можно оставить полжизни. К особым плюсам хочется отнести минимальный нагрев при нагрузках, и чтобы вы не особо радовались, объем оперативки в принципе влияет в основном на количество приложений, работающих в фоне, и все. Частоты оперативки влияют на скорость запуска этих же приложений, а оптимизация рулит в принципе всем. Так вот, в подобных девайсах она является всегда крайне слабым местом, поэтому в китайских планшетах почти 30% свободной оперативки всегда. Для игрушек из процессоров всегда лучше Snapdragon, лично мое мнение. Планшет сам неплохой, а вот софт сырой и не адаптированный. Результаты всех синтетических тестов вы и так сейчас видели. В принципе, неплохо для планшета, обгоняет много бюджетников, я бы сказал. 9-я камера. Основная камера на 8 мегапикселей, фронталка на 5 мегапикселей. Она здесь для мебели, но как-то снимает. Вот пример ее работы. Тест камеры iPlay 40. И что я могу сказать? Что по мне камера, конечно, ужасна. И вряд ли вы что-то сможете на нее снимать, кроме каких-то срочных моментов из разряда снять кору дерева, чтобы показать кому-то, что вот такое дерево вы видели. Потому что ничего потребного она выдать, к сожалению, вам не может. И забавно это признавать, но селфи-камера здесь намного лучше. Для чего ее вообще сюда вставили? Только для видеосвязи, но ее вполне возможно вам хватит. Я даже уверен, что хватит. Напоминаю, что здесь нет мини-джека, и нужно использовать переходник с Type-C на мини-джек для того, чтобы использовать те же наушники, либо внешний микрофон. 10-я. Цена по ссылке в описании к видео в районе $200, плюс-минус 20-30 в зависимости от распродажи, с бесплатной доставкой. Если будет промокод на скидку, добавлю туда же. И, кстати, чтобы выиграть этот планшет, достаточно подписаться на мой телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. И в комментарии под этим роликом просто оставить свой ник в телеге. Участвуйте и выигрываете. Розыгрыш этого планшета пройдет, когда в группе будет 17 тысяч человек. К слову, там уже почти 15 тысяч. И не забываем о розыгрыше 5 Mi Band в 5-й серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Резюмирую. Честная емкость батареи, умеренное энергопотребление, стабильная работа Wi-Fi, плохой звук, нет мини-джека, нет быстрой зарядки, нет ИК-порта и нет 5G. Нет NFC, который в планшете не особо и нужен, и мало кто его ждет. Я даже не знаю, в каких планшетах он есть. Нет защиты от влаги, корявый перевод, барана на оперативке видеть не особо приятно. Из планшетов лично я признаю только iPad, но у них совсем другой прайс с такими функциями, если вы хотите, чтобы у вас там еще и симка была. А про карты памяти вообще можете забыть. Так что я советую вам его у меня выиграть. Завтра обзор будет на новые беспроводные наушники-вкладыши от Halo, послезавтра может быть на новые MSFit-овские часы. И вечером будет прожарка завтра Realme 8 Pro на канале для стримов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь с лайком, добра и удачи вам, дорогие друзья.